Вы можете там драться где хотите, там что-то выяснять, хоть здесь, хоть на ринге и так далее, хоть за какие любые бабки, кольцо мое. За это кольцо я еще убью любого. Я готов рубиться, но я готов драться по-настоящему. Это без шуток, я говорю, вот, ну... Чем больше ты будешь болтать, тем в бою ты будешь хуже выглядеть. Тем хуже будешь выглядеть. Мы переходим к нашим главным боям, участникам нашего мейн-карда. Их открывает Наврузов Гаджи по прозвищу Автомат. Наш король нокаутов. Сегодня он, к сожалению, будет один, без соперника, потому что сейчас с этим есть определенные сложности. Как только оппоненты узнают, что им нужно будет драться с Автоматом Гаджи, сразу появляются какие-то причины, из-за чего они не могут выступить. Но думаю, к турниру мы решим эту проблему, и у Гаджи будет оппонент. Дюсимбаев Багдад по прозвищу Казах. И против него Валерий Заботин, восходящая звезда нашего промоушена. Боец с самым большим количеством бонусов в нашем промоушене. Самый неоднозначный боец, который, по мнению некоторых, считается сумасшедшим, это Чоршанбе Чоршанбиев. И против него еще одна наша восходящая звезда Михаил Долгополов по прозвищу Сивый. Его судьба закончится. Да? Да. Думаешь? Увидишь. Сможешь? Почувствуешь. Да, я смотрел их, смотрел. Что смотреть? Твои бои, говорю, смотрел. Ничего не увидел там. Что Блин, там? еще Что один, там? еще Что одна там? пара, На еще меня одна пара смотри. должна выйти. На меня смотри. Бля, ты при виде меня говорить не можешь, ты разговариваешь, ты сколько Думаешь? речи потерял. Да, базар Куда мной ты согласен. лезешь? Давай, Куда ты давай, вперед. Рот свой Чем закрой, больше ты иначе будешь прямо болтать, здесь тем в тебя бою ты ударю. будешь хуже выглядеть. Рот свой Тем закрой. хуже будешь выглядеть. Что ты, блядь? Что нахуй? Что ты мне сделаешь, бля? Циркач, бля. Сядь! Все. Мы с тобой еще не начали. Сядь! Ну я правильно представил одного из наших бойцов. 29. Все, сейчас все, тише. В бою увидимся. Тише. В Дайте бою выйти еще одна увидимся. пара. Еще одна пара, и потом все будем закрывать рты. Мы приглашаем Николая Чибисова по прозвищу Чибис. И его соперника, регулярного участника наших турниров, легендарного Андрея Ефимова по прозвищу Шумастер. И давайте сразу приступим к вопросам. Мои бои видели, да? Да, видел. Аккуратно. Ничего я там не увидел, вопрос. того, чего я не видел до этого. 30-го ты мои кулаки увидишь. Посмотрим. Запомни это, запомни. Да, давай. Ты мне Я в голову разобью не тебе залезешь, лицо. поверь, не Лицо залезешь. тебе разобью, запомни. Да, давай, вперед, ёпта. Да, вопрос. Я первый? Я думал, Кимч. Здравствуйте, Эмиль меня зовут. Вопрос к Гаджи Автомату и тебе, кстати, Дань. Такой двойной вопросик. Гаджи, помню, на каком-то бое говорил, где его пояс, да, ему бой с поясом. Просто, мне кажется, вот эта печатка немного не по размеру Гаджи, наверное, маленькая. Там универсальный размер. Универсальный размер? Универсальный Я размер. понял. Ну нет, на самом деле сейчас на этой пресс-конференции представлен образец, который будет разыгрываться среди тех, кому он будет по размеру. И у Гаджи следующий бой у нас не титульный, и пояса пока... Ну ему будет ждать- пояс? Конечно, ну будет не пояс, будет наш перстень. Когда мы найдем для Гаджи стоящего оппонента, они сразятся за него. Скажи, пожалуйста, вот этот перстень, да, вот кто его выигрывает, он у него остается. Если он больше не чемпион, он отдает его или у него навсегда? Нет.
Спасибо большое. Ребята, уважаемые спортсмены, смотрите сюда. Хочу сразу внести ясность. Вы можете там драться где хотите, там что-то выяснять, хоть здесь, хоть на ринге и так далее, хоть за какие любые бабки. Кольцо мое. Я его заберу. Я дрался тут, а не за большие деньги. И вы видели мои результаты, что я делал. И за это кольцо я еще убью любого. Это мое кольцо. Вообще не лезьте туда, пацаны. Вот выясняйте отношения там в других категориях. Кольцо отдается супер тяжелый вес, это мое кольцо, запомните. Тут на каждый весовой Да, есть на каждый. кольцо. И на мой весовой это мой кольцо. Нет, вначале идет за супер тяжелое кольцо, потом уже выясняет Я с отношения тобой согласен. с сивым, да. Там это свое кольцо сами разберетесь, а это мое кольцо в тяжах. Так, вопрос был от Андрея. Если чемпион, который уже выиграл кольцо, его проигрывает. Нет, кольцо у нас выдается один раз, а это все, я считаю, что когда ты ради этого кольца столько прошел, его довольно кощунственно будет собирать. Если его заложить, сколько бабок будет? Ну, я не знаю, никогда ничего не 1400 закладывал можно? еще. Ну понял, ладно. Ладно, потом посмотрим, я тебе скажу, сколько там. В итоге, более того, если ты его не проиграл, а будучи чемпионом, то есть ты защитил свой перстень, свой Тебе два пояс. дают, что ли? Нет, в него будет уже вмонтирован драгоценный камень за каждую твою защиту. То есть оно будет улучшаться, тюнинговаться. Ничего себе. Кольцо Круто. будет становиться дороже с каждой твоей защиты. Два кольца не будет. Круто, круто. Скажи, пожалуйста, в каких аспектах ты считаешь именно в этом бою себя превосходящий именно так, Мишу, да, скажем так, если ты не против. Вот. Брат, я тебя не очень понимаю. Брат, ассаламу алейкум. Я не слышу Сначала тебя. хотел бы Валейкум знать, ассаламу да. алейкум. Так что не обессудь что-то. Короче, скажи, пожалуйста, в каких аспектах, я вообще удивлен, как ты сюда попал? Вообще первый вопрос в моей голове был, как ты оказался здесь? Но раз уж оказался, значит здесь. Скажи, Ну, я пожалуйста. тебе скажу как. В прошлом бою Сиви поборолся с моим братишком. Ну, тут кулачный бой, он поборолся. Теперь я вернулся, я сказал, что я вернусь. Так. Я тебе сказал, да? Теперь Да, я да, да, вернулся. красавчик. Да, Спасибо да, тебе теперь я за бой. вернулся. Так. Спасибо тебе в первую очередь, хочу сказать. От души. Самое интересное всегда в бою, это спросить у бойца, в каком раунде ты планируешь это закончить. В твоей голове бывают такие мысли закончить бой в каком-то раунде до боя, Да. а потом во время В боя. первом раунде. Это будет первый Ну раунд. это банальный ответ. Это чисто для тебя, запомни мои слова. Ну все тогда, выхода нет, мне ж придется запомнить слова. У тебя есть Я их не какие-нибудь... у запомню. тебя Это есть, макгрегорская фишка, она уже не Старшего не работает. перебивай, подожди. Посмотри на его лицо размером моего кулака, просто посмотри. Это будет первый раунд. Вот, короче, есть ли у тебя какой-нибудь план на этот бой? Ну, ты по-любому сказал, ты смотрел бои, правильно? Есть ли какой-нибудь геймплан у тебя? Обычно так Вот с говорят. таким, как я, еще не встречался. Они боялись смысле, до боя его. Они выходили в страхе. Они выходили в страхе против него. Я не боюсь его, ни грамма. Не боишься? Нет. Не боишься? Нет, не Ты боюсь. вспомни в прошлый раз, когда Что? я с тобой говорил, что с тобой происходило. Что со мной происходило? Потерял свою речь, Что не с- мог говорить. Я во Запомни, время боя запомни. был, мне было не до тебя. Я дрался с ассасином. Вспомни, Мне вспомни было с не до ассасином. тебя. Мне ты был не интересен. Вспомни. Что вспомни? Что именно? Что случилось? Когда? Вопрос от Влада. Месье Сивы, вопросик такой прямой для тебя, надеюсь, искренне ответишь. Вот когда Даня тебе сказал, что твой оппонент будет Чушанбе Чушанбиев, вот первая твоя мысль, которая была в голове, вот первая, реально. Он ушатает меня. Не, первая мысль, у меня была болезнь. Я немножко, был немножко не в себе. Первое было такое, что происходит? В натуре. Потом прошло дня два, я пришел в себя, и я почувствовал, что я готов. Я готовился после к боя этому ты бою. больше не придешь Очень в себя. сильно готовился к этому бою. И поэтому вы все увидите на самом деле в бою. Да, Здесь да. это мой первый опыт, поэтому вы еще все увидите, поверь. И ты все почувствуешь от меня. Ни к первому, ни Ты ко за мной второму бою повторяешь? я не был готов. К Ты за этому мной бою я повторяешь? тебе скажу, готов, да. Ты за мной повторяешь? Нет. Зачем ты мне нужен? А чем отличалась твоя подготовка к этому бою от предыдущих? Да к первому бою я вообще не готовился вообще.
А ко второму бою я, побил лапы там неделю, наверное. Побил лапы неделю. А к этому уже была полноценная подготовка. Я делал по 2 тренировки в день, и поэтому, я здесь, и я готов. Ассасин тоже не готовился, это я тебе скажу так. Четко, и чё? И чё? В смысле, чё? Милана выиграл. А чё ты говоришь, что ты не готовился? Всем похуй, что ты говоришь, готовился или нет. Всем это похуй, понятно? Бля, Всем салам алейкум, Аза Ассасин здесь. Валейкум ассалам. У меня, честно, друзья, я сегодня только узнал о бое Чоршанбе Сивы. Дружище, я тебе скажу так, тебе невероятно повезло. Тебе повезло. Шансов у тебя нет, Но тебе повезло. но тебе повезло. Ты везучий. вы всей командой пытаетесь мне в голову залезть? Вы ко мне не залезете в голову! Всем привет. Еще раз, касаемо ведения, я хочу спросить у Чибиса. Я считаю, повезло тебе тоже. У тебя мощный оппонент, такой как Андрей Ушумастер. Меня интересует, какие у тебя планы на бой. Меня интересует, какие у вас отношения вообще между командами. Озвучь, пожалуйста. За Андреем давно наблюдаю. Мне, крутой малый боец, как человек импонирует. Я думаю, это будет встреча двух электричек, потому что Андрей всегда бескомпромиссно идет вперед, рубится. И у меня такой же, в принципе, стиль боя. Мне кажется, это будет просто заруба адская. Блин, ты так все четко сказал, даже не знаю, где подколоть тебя как-то Я вообще считаю, что это будет один из самых жестких боев. Это будет Ушумастер и Чибис, и Сивы против Чоршанбе. Это будут самые жесткие бои. Я думаю, один из этих боев выиграет бонус за самый лучший бой вечера. А у тебя будет бой, Попомните. кстати? А? У тебя будет бой? У меня будет бой, но я выиграю за лучший нокаут. Да, он всегда забирает этот бонус. Минутку. Бой вечера, я думаю, опять возьму я. Валера может, я помню. Я думаю, все участники мейн-карда заберут какой-либо бонус, потому что у них уже есть такой опыт у каждого, кроме Чиписа. Уже каждый из Сейчас сидящих трешток здесь... можно Рыжий. Рыжий? Красавчик. Бля, рыжий, что-то не то. Провоцируйте, Меня Андрюха зовут, провоцируйте. будущий Ушумастер. Рыжий, меня пацаны на районе называют. Я тебя знаю уже, наверное, лет 6 смотрю, бои Да еще ладно? вот со Блин, стрелки. от души. Не, молодец, прям- спасибо. И, блин, Первый бой проиграл, ты мне прям ты так обидно все было. четко, ты так говоришь, что так, Можешь мило, не так сильно все бить офигенно. меня Я не будешь. знаю, за что Можешь не зацепиться. сильно Давай бить меня ругаться будешь. начнем. Ты чё? Не, можешь не сильно. Мне просто Нет, в надо- смысле? Чё я ты там потом мне так хочу приятно все модельный говоришь? бизнес уйти, да? Успокойся. Нельзя так вежливо. Надо что-то остринку какую-то, а то людям неинтересно будет. Ребята, и второй вопрос был. Отношения между командами. Что происходит? Вы друг друга котируете, респектуете, побаетесь, хейтите? Что Давай я происходит? чуть скажу. Короче, я на самом деле ко всем отношусь очень, дружелюбно. Вот я с Валерой подрался и забыл. Да, у меня сечка, ничего страшного. Я его увидел, я его рад видеть. Я скажу так, я к людям отношусь так, с кем я подрался, как будто они, уже как друзьям мне. Потому что обычно после хорошей драки люди становятся друзьями. И когда хорошая драка была равна, ты понимаешь, что человек не отступает, и ты не отступаешь. И ты начинаешь его уважать за это. Как ни крути, у тебя не получается по-другому. Ты начинаешь уважать, начинаешь с ним хорошо общаться. Поэтому к его команде Валере, Чибису, без разницы какой, я хорошо отношусь. Все ребята молодцы, все сюда пришли драться, доказывать, что они что-то в жизни стоят, чего-то добились. Хороший, здравый подход. Взаимно, дружище, взаимно. Так долго зреет вопрос здесь, наконец-то можно его услышать. Да. Я хотел бы обратиться к команде Чоршанбе, сказать про Мишу Сивова. Ребят, у него духло, хватит тут наполовину присутствующих, поэтому это не будет точно нелегкая прогулка для вас. Бла-бла-бла-бла. Секунду, при том, что я уважаю тебя как бойца, как спортсмена. Все взаимно. Всех приветствую еще раз. У меня вопрос к Валере Заботину и Казаху. Судил ваш первый бой, отдал Валере, на самом деле, по запискам. У меня вот какой вопрос. Это будет, для меня лично это было противостояние такой молодости, техники, чувствительного бокса против танка, такого характерного, со стержнем, идущего вперед, принимающего ущерб, но все равно идущего вперед. Это был действительно очень крутой бой. И, Валер, у тебя к третьему раунду все-таки подсела выносливость. Сделал ли ты какие-нибудь корректировки?
Вот лично к тебе вопрос. Да, я прокачал свою дыхалку, я стал бегать, потому что все время я только на тренировках спаррингуюсь, только работаю над этим. Ну, на функционалку я как-то внимания не обращал. Сейчас было достаточно много времени подготовиться, и я прокачался и покажу себя в лучшей форме. Спасибо. И, казах, к тебе, брат, тоже вопрос. Я слышал, что ты довольно-таки серьезную травму в том бою получил. Все ли нормально со здоровьем? Зажили ли раны? Готов ли ты на 100% показать такой же бой? Готов, я готов. Альхамдулилля, все хорошо. Какие, в принципе, остались впечатления после того боя? Может быть, ты считаешь, что ты выиграл этот бой? Мое мнение уже ничего не решает. У нас просто по факту дела незавершенные. Мы сейчас вот завершим, потом конкретно видно будет. В этот раз, наверное, не будешь реванш давать. Но это не реванш, это как бы у вас же не было какого-то одного победителя. Это просто ваша вторая встреча, где вы решаетесь выйти, кто из вас все-таки сильнейший. И мне интересно, как-то поменялся ли твой план на бой, и ждать ли нам чего-то нового. Какой в принципе у тебя план на этот бой? Да, я готовился достаточно нормально. Я сейчас хорошо, в лучшем форме себя чувствую. Насчет прошлого боя, это самого себя не устраивало. Самого себя не устраивал бой. А в этот раз, иншаллах, посмотрим мы. Зрелищный бой посмотрим. Что тут сказать, это игра. Бой покажет, время покажет все. Хорошо, спасибо. Ты, Валера, что скажешь? Считаешь ли ты, что ты победил в том бою? Мы фоткались, пропустили чуть. И будет ли отличаться твой план на бой? Нет, я не считаю, что я не выиграл, не считаю, что я проиграл. Решение было за судьями, так что в этот раз мы точно покажем зрелищный бой двух противостояний. Отлично. Вот еще один вопрос. Чоршанбе, здравствуй. Давненько не виделись. И такой вопросик. Сивый ведь ранее победил человека из твоей команды, Азамата Ассасина. И хочу спросить тебя, тебе это дает сейчас больше мотивации, чем как к обычному поединку? Я всегда мотивирован. И тогда... Всегда. И всегда будет так. Еще один вопрос. Для меня достаточно непривычно было тебя увидеть в кулачных боях, ведь лично у меня ты ассоциируешься как профессиональный ММА-боец. Но чем тебя завлек топ-дог и в целом атмосфера кулачных боев? Регбист красавчик. Спасибо, спасибо. Такой вопрос у меня есть. Я знаю, что ты подписан Fight Nights на контракте, правильно? И Сивый очень интересовался у меня. А если я тебе перееду? Камил Гаджиев, не разочаруется в тебе? Вытащи капу изо рта еще раз. Вот ты Капу реально не вытащи изо услышал? рта, еще раз говори. Не услышал? Повторите ему кто-нибудь вопрос. Я повторю. Сам повтори. Я Нет повторю. желания. Я красавчик, я повторю. Нет, пусть он повторит. Нет Короче, желания. вопрос был такой. Не переживаешь ли ты? Кто? Ты, Чоршанбе. Кто? Ты, красавчик, не переживаешь? Все, оставь, не надо. Оставь вопрос. Не переживаешь ли Оставь ты? вопрос, не надо. Ну все. Короче, не переживай. Не хочешь, да, Он он считает, отвечает что на этот такого не вопрос. случится ни в каком случае. Давай, вперед, ебать. Тебе не светит. Да. Посмотрим. Да. Как ты, интересно, после боя-то говорить будешь? Если вдруг, так случайно, по твоим словам, я выиграю, как ты запоешь? Думаешь ли ты, Михаил, если вдруг ты выиграешь Чоршанбе, что это как-то сильно скажется на тебе в медийном плане и откроет для тебя какие-то новые возможности? Внутренне ничего не поменяется, очередной соперник, которого мне нужно переехать, да и все. Не думаешь ли ты, что в таком случае Камил Гаджиев решит и тебе предложить контракт? Я не буду драться в российских ММА-промоушенах. Вот, правильно. Только в одном промоушене надо драться. Тебе не будут предлагать. Всем привет, ребят. Во-первых, хочу пожелать всем удачи в предстоящих боях. И раз уж речь пошла о незавершенных делах, то, Коль, плечо готово, я готов тебя ждать.
на следующий турнир. Напомню, что это Влад Витязь, предыдущий соперник Николая Чибиса, у которого есть особое проклятие в нашем промоушене. Все, кто выходит против него, получают травму. Но мы это проверим. В том числе я уже проверил, я получил травму, пока что спарринговался. Я думаю, моя аура меня спасет. В общем, плечо полностью готово, я тебя жду, Коль. Слушай, ну мне кажется, к здоровью вот, я прям очень расстроился. Пиздец, как в том бою. Я думаю, ты слышал, как я тебя орал там такой. Поэтому я когда- надеюсь, мы договорились. Не, я к реваншам всегда открыт, готов. Плюс, блядь, я даже, если честно, проигрывал немного в этом бою, мне кажется. Я, в принципе, посекся и... Тогда Был готовимся. вариант только в третьем раунде тебя нокаутировать, и я... Ну что, вряд ли, конечно, бы получилось, но... Проверим. Все, ждем тогда следующий турнир, я тебя жду. Так, вопрос справа. Колки, может, вопрос, но мне кажется, это сейчас проблема в топ-доге. Автомат Гаджи все из-за тебя, можешь не сомневаться. Дело в том, что я считаю, автомат Гаджи сейчас как одна большая рыба, одинокая в аквариуме, у него нет конкурентных соперников. И, Даня, тут тебе вопрос напрямую. У топ-дога сейчас в принципе отсутствуют мощные тяжи, супертяжи, да, в частности, я думаю, Гаджи, супертяжи тебе сполна зайдут. Ведется ли скаутинг в этом направлении? Я Более ты- тяжелых весов. Повтори, пожалуйста, еще раз, Даня, сколько кольцо весит? 100 грамм. 100 грамм золота, это мое кольцо. Все помнят? На 2 пальца одевается, да? Когда будет разыгрываться? Спасибо, садитесь, я поговорю. Меня интересует только кольцо. Это кольцо у нас будет разыгрываться через турнир, первое кольцо. Отлично, я готов. Но нужно найти соперника хотя бы на этот для начала. На этот есть. Ну хорошо. Ты сам нашел? Не, он просто в секрете. Расскажи про свою подготовку. Я слышал, она отличается. Ты в новой команде, в новом зале занимаешься, с новым тренером. Насчет подготовки. Перешел я в Русжим к Руслану Кривуше. Это главный тренер Сергея Харитонова. В команде у нас на данный момент 3 человека мастера спорта международного класса. Это 2 и более чемпионов мира. Еще раз, 2, 3, 4 человека. Это что я сейчас помню, мастеров спорта. Это вот одна команда. У нас из 12 человек 9 мастеров спорта, точнее, выше мастеров спорта. 6 или 7 чемпионов мира. Вот теперь подумай, какая у нас может быть подготовка. Надеюсь, Чибис не из этих чемпионов. Нет, Чибис, кто это сказал? Это я. Я здесь, направо. Нет, Чибис это твоего уровня соперник, это Всё, вы всё, там я разбирайтесь спокоен. сами, да. Ну, раз уж речь дошла о уровне, я скажу пару слов. Хорошо. Так, не слов, а вопрос к шумастеру. Андрюха, скажи, пожалуйста, как прошла подготовка? Так он с тобой же готовился. На самом деле подготовка вообще отлично прошла. Я готовлюсь к бою по ММА на 24 число. Вот. 24 я выступаю по ММА, и буквально через сколько там, 4 дня, там, 5 дней выступаю сразу на голых кулаках. Я себя чувствую вполне хорошо, я готов драться, но я скажу так, когда выходишь на голые кулаки, здесь нет такого, типа, кто выиграл, кто проиграл, здесь больше показать атмосферу этого боя, показать жару вот эту, потому что, я скажу так, допустим, кто-то выходит, да, вот он дрался классно, показывал зрелище, но он проиграл, и все равно люди будут им интересоваться, независимо от того, что он проиграл, потому что он показал зрелище. Да, Вот и да. всё. Ты правильно понимаешь политику вообще нашей организации. Поэтому я скажу так, я выхожу всегда показывать зрелище. Победа-поражение, там по ситуации уже решится. Вот. Но я иду драться, я хочу показать, хочу то сделать, что я не могу делать в повседневной жизни, где-то дома, там, с пацанами еще. Я готов рубиться, но я готов драться по-настоящему. Это без шуток, я говорю, вот, ну... А если, не дай бог, ты получишь травму 24-го? Это мой золотой билет, не вздумай. Нам как поступать? Нам искать нового соперника от Чибиса? Смотря какая травма, если не сильно, я из травмы выскочу, мне вообще, ну, как бы нормально. Спасибо. Единственное, я честно скажу, я вот переживаю засечку, потому что вот Валера оставил, так сказать, отметину. Вот, и если, как бы, Чибис... А как тебя, кстати, зовут, извини? Николай. Николай? Я сам не знаю, полгода с ним общаюсь. Какие-то прозвища все. Если просто вот я переживаю за один момент, то что пойду рубиться, мне опять попадут в сечку, опять остановят бой из-за сечки, вот это я больше всего не хочу. Я хочу нормально подраться 3 раунда, либо, ну, быстренько вырубить.
добавлю еще один момент, пример. Бой Зелимхана и Моряка. Зелимхан проиграл, но там было такое зрелище, что это набрало миллионы просмотров и сделало этих ребят просто известными там, звездами, можно так И сказать. каждый твой бой набирает миллионы просмотров. Конечно, нашей ты создал организации. Моряка вообще. Я не понимаю, зачем тебе этот реванш? Честно, вот я не знаю. Все вот с профессиональной точки мнения, профессионалов, да, профессиональные бойцы, они все понимают, что ты на голову сильнее него. Зачем ты ходишь у него, просишь реванш? Нафиг он тебе вообще нужен? Ты сделал его. Он вообще никто по сравнению с тобой. Я вот это не могу до сих пор понять. Дело в том, что да нет, здесь бы он даже не предложил бы, я бы ему предложил бы. Это вопрос времени. И точно так же бегать к нему тоже никто не будет никогда. Просто у меня, как тебе сказать, я считаю, я просто тогда в этом бою узнал, что голые кулаки — это драка, короче, ну, и чтобы вот так серьезно драться с человеком, для этого нужна какая-то злость внутри. Ну, и у меня никакой, как тебе сказать, злости к нему нету. Да, если была, но я прощаю, короче, я верующий человек. Я никогда, всегда пытаюсь это простить как можно быстрее. И это уже давно забыто в этом плане. Но оставить такое никогда не оставлю. Вот Ну это. а если он дальше будет продолжать избегать тебя? Догоним, от нас еще никто не убегал. Надо забрать свое. Даня, я человек настойчивый, но, значит, с другой стороны. Как-то раз я прогуливался мимо топ-дога, посмотрел на ростер бойцов раз, посмотрел на ростер бойцов два и заметил, что там нет тяжелого веса, представляешь? И даже сейчас один в одиночестве вновь сидит Гаджи. Так что же, идет ли скаутинг тяжи или в России все настолько печально в этом плане? Где ждать их? Потому что, я думаю, ты сам понимаешь, народ любит, народ хочет тяжи, но их нет и нет. Вот уже какой сезон. Сейчас, в принципе, в мире единоборств я наблюдаю простой в мире тяжеловесов. Что в боксе приходился упадок, пока не появился Уайлдер и Фьюри. Что в UFC тяжеловес считается не самым смотрибельным дивизионом. Так и в топ-доге очень тяжело, на самом деле, найти достойных соперников, тем более автомату Гаджи. И, как я сказал в самом начале, что как только оппонент узнает, что ему драться против короля нокаутов из Дагестана, сразу же находятся какие-то причины, чтобы отказаться от боя. Ну ставки сейчас же повысились, правильно? Сколько оно стоит, еще раз повтори? Что, кольцо? Кольцо. Более $500 000. Более $500 000. И еще будет гонорар, правильно? Конечно. Гонорар нужен, главное кольцо, правильно? Ну это кто лично как для сам меня. для себя решит. Ну для тебя, Ну значит. ты же да. найдешь человека, который выйдет за это кольцо. Ну, я я думаю, не много могу, будет я заявок. не могу Нет, при- но это может за определенную сумму там какую-то, которую Я не нам могу платят. предложить сразу же человеку, который только дерется у нас в первый раз, бой за кольцо. Это должен быть другой тяжеловес, который себя покажет, что у зрителя будет интерес, кто же из вас двоих сильнее. Пока что все тяжеловесы, которые к нам приходили, они не держались с тобой и минуты. Ну это я знаю, но это нормально. Но нам нужно найти такого тяжеловеса, который сможет за это кольцо поспорить. И перед этим докажет это поединком с другим тяжеловесом. А если ты найдешь более медийного и уровня подходящего, даже выше моего уровня, за... Тогда он может претендовать на кольцо с первого же боя. Как ты думаешь, это вообще возможно? Если я не ошибаюсь, по-моему, в ноябре. Да. Это возможно или нет? Это возможно. Но это была конфиденциальная информация. Я не знаю, откуда ты ей обладаешь. Я тоже не знаю, кто соперник. Короче, ведутся поиски, есть наметки, но это на ноябрь. Сейчас мы хотим увидеть Гаджи с другим соперником, чтобы он еще раз доказал свое превосходство, потому что в комментариях под всеми его видео наши зрители подозревают, что мы подбираем ему бойцов, и что это какие-то мешки. Кому? Тебе. И что Гаджи нужна нормальная, хорошая проверка. Поэтому на этот турнир мы хотим найти ему действительно тяжелого оппонента, чтобы он еще раз всем доказал, что он спортсмен высокого класса. И тогда в ноябре у нас есть кандидат на то, чтобы подраться с ним за кольцо в первом же бою. Есть ли еще вопрос? А вот есть. Всем привет, меня зовут Максим. У меня вопрос к Чушанбиеву. В общем, как я понимаю, это первый официальный бой. Не переживай, нормально все. Хорошо. Как я понимаю, это первый официальный бой на голых кулаках. Ну, наверное, ты до этого дрался, да, на голых кулаках? Кто? Ты. Нет.
Хорошо. А насколько сильно отличается твоя подготовка к бою? Ведь раньше у тебя были другие бои, а здесь как бы условия на голых кулаках. Насколько сильно отличается подготовка? Да. Ну, если честно, у меня дома ремонт идет, я не готовлюсь к бою. Но надеюсь, что где-то 25-го я закончу ремонт и начну подготавливаться. Этого достаточно? Ну, думаю, да. Хорошо, спасибо. Валер, как ты повлиял на тебя или что, когда ты проиграл во втором топ-доге? Нет, на меня это совершенно... Не было никакого. Хейт был только в мою сторону. Нет, там хейт был только в мою сторону, причем много хейта. Да нет. Я никого не... Нет, на меня это никак не повлияло. Я пришел на следующий день в зал и начал тренироваться, и через 2 дня поехал на соревнования в Польшу и занял там 1-е место. Вопрос от Абуева Шахбулата. Всем салам алейкум. У меня вопрос к моему старому знакомому Валерию. Прежде всего, я считаю тебя в нашем весе лучшим бойцом, после меня, конечно же. И за счет чего в этот раз ты собираешься победить Багдата, потому что ты обязан его победить, чтобы заслужить титульный реванш со мной? За счет чего? Я буду работать, как работаю всегда. Не Ты дам уверен, заднюю. что ты победишь? Не уверен? Ты уверен? Уверен. Хорош. Тогда я тебя жду. Вот знаете, что скажу? Вот Валера, да, вот это вот именно тот пример, когда человек проигрывает, но он все равно всем интересен. Да, я так это говорил вот с в самого этом и есть начала. фишка. Есть вопрос? У меня вопрос к Чоршанбе. Как руководство Fight Nights отреагировало на то, что ты проведешь бой в другой организации? Ну, организация позволяет своим бойцам участвовать в других промоушенах, так что я в деле. Все, красавчик. Тем более, когда они сами не представляют ему бои, он же не может сидеть и ждать просто. Я им нужен. Я нужен и им, и здесь, и везде. Так Ну что... да, я думаю, подравшись у нас, Чоршанбе только увеличит свои рейтинги и рейтинг организации, которая его подписала, поэтому это им скорее на руку, что он у нас дерется. Плюс мы договаривались об этом бою. У меня обращение к команде Уриджи. Я хочу прояснить, что мой брат Миша работает в похоронном бюро, и 29-го он похоронит еще одного бойца Уриджи. Урч, Тим! Урч! Правильно надо сказать. Смотри, вопрос к Валере. Вот в твоем весе очень много хороших соперников. Как ты думаешь, кто будет достоин этого перстня в твоей весовой? Я не могу так говорить, каждому по-своему хорош. Все парни, кто тут дерутся, каждый достоин этого кольца. Ну, пока что я не буду прыгать выше головы. Мне надо преодолеть пока что только одного человека, а дальше будет видно. Отлично. Даня, опять вопрос к тебе из андеграунда. Планируешь вообще выходить или нет? Да, я же говорил в самом начале, что мы стремимся выходить на мировой уровень, и сейчас как раз мы отбираем наших лучших бойцов, чтобы мы могли их отвести, и они представляли нашу страну на мировой арене. Ну, то есть там 5-й топ-дог мы можем увидеть уже на публике где-то. Я имею в виду в плане, что будет не в андеграунде, а стадионы там собирать. Да, вполне возможно. Мы сейчас работаем над этим. Это круто. Так, и я хотел что-то сказать. У меня 2 момента. Во-первых, хотел вопрос Гаджи. Сколько тебе лет, пожалуйста, скажи? 31. 31. А вот как ты себя вообще чувствуешь? До скольки ты собираешься драться? Кстати, хороший вопрос. Я себя чувствую вообще отлично. Мы разговариваем с моим тренером постоянно на эту тему. Вот. Он говорит, что до 44 спокойно ты можешь. Тяжеловесы, они поздние, они позже раскрываются. Да? Я, может, 28 лет по профессионалу выиграл там чемпионат мира. Вот. И я только тогда понял, что как я умею вообще боксировать. До 25 лет я вообще боксировать не умел. То есть, я начал заниматься, правда, поздно, в 23. Из-за этого я сейчас только набираю обороты. Ну, чувствую я себя прекрасно. То есть возраст, Вот. короче, тебе вообще никак не мешает, ты планируешь дальше? На данный вот момент вопрос. нет. До Вот скольки? именно боксировать нет. До скольки реально или по тренеру слова? Реально до 39 почему-то, не знаю. Тренер говорит до 44. Я хочу 20-0, потом подумать. Понял. Так, и спасибо за ответ. И последний момент, хочу подвести такой итог. Вот мы сейчас здесь, в России, да, в Москве, между собой что-то тут выясняем. Ты сказал, что ты хочешь выходить на мировую арену.
И вот этот момент, на самом деле, я вот жду больше всего, когда вот эти все ребята, да, кто уже там будут, ну, отберут, короче, вот. И мы всей команды уже, даже если мы дрались между друг другом, мы уже идем вместе против там американцев, еще кого-то щемить. Сборная короче. ты имеешь в виду, да? Да, я имею в виду, что будет на сборная топ-дога, мы все между собой подрались, да, но мы все равно идем командой. Вот этот Такой момент, план мне кажется, есть. будет самый прекрасный, когда мы уже команда и идем мочить, короче, там за Такой рубеж. план и есть. Всех подряд. Хороший вопрос. Америкос. Итак, первая пара. Это Дюсюмбаев Багдад против Валерия Заботина. Вторая пара Николай Чибис против Андрея Ефимова. И главный бой вечера Михаил Долгополов против Чоршанбе Чоршанбиева. Не попасть. Без рук. Без рук. Стой, дай ему без рук. Без рук. Все. Без рук, без рук. Без рук, спокойно. Да. Все. Ты дал слово.